вот Сяянь наконец покончил с Ханьфеном. Сколько тот строил козни и замышлял всего плохого против Академии Дзянань и Сяяня. И вот ему пришел конец. Битва Ся и Сянь и усиленного Ханьфена была классной. Да и еще под новую музыкальную тему. Смотрится весьма органично. Ся и Сянь тут постаралась на славу. Хоть и пострадала в итоге, потому что из-за ядовитого тела она умирает. Ей осталось не более 3 дней. Благо, Сяянь нашел способ помочь ей. Об этом смотрите предпоследнее видео на канале. Запечатав на время ядовитое тело, Ся и Сянь смогла поднять еще одну звезду предка, повысив силу с 4 звезды на 5-ю. На этом уровне это огромный прирост силы. Согласно трейлеру, Сяянь вместе с товарищами отправится на центральные равнины. Его цель – найти учителя, побороться за небесное пламя в башне пилюль, ну и стать сильнее. Здесь мы увидим путь Сяяня к настоящей силе. И первым этапом будет прорыв в класс предка. Только на уровне предка он может пойти в клан Сюнэр. Нам показали новую внешность Сяяня на центральных равнинах. Да, можно сказать, это новая глава сюжета. Приключения на центральных равнинах континента. Здесь произойдет много всего интересного, шокирующего и эпичного. Поэтому время обновить внешность Сяяня. Еще причина в том, что в Китае зрителям очень не нравится нынешняя модель Сяяня. Он как будто похож на злодея. Поэтому студия прислушалась к фанатам и поменяла образ Сяяня. Напишите в комментариях, как вам его новая модель. Он и правда заметно изменился. Я бы сказал, его почти не узнать. Думаю, некоторым понравится новое изменение, а некоторым нет. У него есть также вторая форма с капюшоном, то есть на центральных равнинах он будет появляться в 2 разных костюмах. Перед уходом Сяянь решил подготовить для себя несколько козырей. В конце концов, центральные равнины – центр всего континента Доуци. Здесь так много влиятельных и сильных людей. Силы Императора 6 звезд здесь явно недостаточно. Самый важный козырь, подготовленный Сяянем, это марионетка Небесного Зла на уровне предка. Метод создания этой марионетки происходит из Долины Злых Огней. Сяянь заполучил эту технику в логове Старого Призрака Земли. В руководстве говорилось, что марионетка разделяется на 3 категории – небесная, земная и человеческая. Небесная категория имела золотой оттенок, земная отдавала серебром, в то время как самая низкая категория окрашивалась бронзовым. Для создания Сяянь использовал мощный труп Старого Призрака Земли, ядро зверя 7 ранга и духовное воплощение Протектора Те. В итоге у него получилась марионетка земного уровня, что соответствует предку 5 или 6 звезды. Только представьте, у Сяяня появился абсолютно послушный ему телохранитель на 6 звезде предка. Нанеся на нее духовный отпечаток, Сяянь получил лучшего телохранителя, так как у марионетки напрочь отсутствуют эмоции, а уж тем более намерение предать хозяина. Следующий этап. Сяянь должен приготовить пилюлю 7 ранга для ребенка королевы Медузы. Ну это так в оригинале, а в аниме, ввиду изменений сюжета, нужна пилюля для самой королевы. Вчетвером Сяянь, Сяисянь, маленькая Цзиянь и Синьлань, алхимик родом с центральных равнин, вместе покинули Академию Дзянань. Чтобы достичь центральных равнин, им нужно добраться до города под названием Город Горизонта. Из него уже можно воспользоваться пространственным туннелем и попасть на центральные равнины. И вот здесь-то, с этой пространственной дырой, у Сяяня и его группы возникли реальные проблемы. Пространственные туннели или чревоточины – особые штуки, которые создаются непосредственно почтенными воинами. Они способны соединить 2 места с помощью пространственных законов. Расстояние от региона Черного края до центральных равнин займет даже у предка как минимум полгода. Однако с помощью пространственного тоннеля потребуется только месяц. Но создать пространственный тоннель очень трудно. Помимо этого за ним нужно следить. И делать это должен человек, обладающий как минимум силой предка. Поэтому такие приспособления очень редко появляются в любом регионе, кроме центральных равнин. Сейчас Сяянь выглядел как деревенщина, оказавшийся посреди большого города. Этот пространственный тоннель принадлежит клану Ло. В клане Ло имеется предок, чья сила достигла уровня 5 звезд. Он самый сильный человек в этом городе. Но так получилось, что пространственный тоннель сейчас закрыт. Вот с этого и началась заварушка. Появляется новый персонаж Ло Сяояо. Она маленькая принцесса семьи Ло, главной в городе Горизонта. Семья Ло могущественна и имеет множество подчиненных. В этом контексте Ло Сяояо с детства избалованная, и у нее развился высокомерный и подлый характер. Сяянь с друзьями изначально прибыли в город только для того, чтобы попасть на центральные равнины через пространственную чревоточину. Но неожиданно они встретили Ло Сяояо, которая была в ярости. Она не только приказала охранникам окружить Сяяня, но и хотела их подвергнуть пыткам. Такое необоснованное поведение, естественно, вызвало недовольство.
Сяо Яо произнесла высокомерные слова и даже продолжала оскорблять Сяяня. Однако Сяй Сянь больше не могла этого терпеть, поэтому она дала той пощечину. Естественно, на этом все не закончилось. Что будет дальше, узнаем в следующих видео. Спасибо большое за просмотр, а также спасибо за супер огромнейший донат, Джокер Ллойд. Стас, просто не мог не поблагодарить тебя в видео. А также огромная благодарность Ангелов Music 777. Однако, вероятно, стоит тебя поблагодарить с канала по боевому континенту. Поддержите, пожалуйста, видео лайками и комментариями, подписывайтесь и всем пока.